Здесь все есть у нее в подвальчике. Попробуй. Чистейший. Куда девать помидоры, которые мы выращиваем в большом количестве? Вот это я понимаю. Размерчик. Размер малины – это просто нереально. Как у тебя вообще на это хватает силы и вообще желания? Я помню твои голубцы. Может, это не стоит показывать, а? Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. Сегодня я не одна, я с гостьей, это Светлана. В прошлом видеоролике вы огромное количество комментариев оставили именно про видео, где мы у Светы в гостях, и я решила сделать вам обзорную экскурсию по ее подвальчику. Тут все то, о чем мечтает настоящий огородник, кто много выращивает огромное количество урожаев, здесь все есть у нее в подвальчике. И консервация, и соление, и даже вот такой огромный морозильный шкаф. Свет, давай, рассказывай, показывай. Ну да, куда девать помидоры, которые мы выращиваем в большом количестве? Самый легкий способ, ну это касается не только томатов, но и перцев, заморозить. Это, вы просто посмотрите, это мечта. Какой томатик из новых здесь ты узнала? Ну, здесь есть уникум и джекпот, наверное. Нет, еще один, самый новый. Черри Вера. Нет. Альфонс. Альфонс. Да, черри Вера тоже здесь есть. Ой, красота. А куда ты используешь целиковые томаты? Что ты готовишь? Тушить, что угодно. А если их положить в кастрюльку, налить водички и чуть-чуть они полежат в горячей воде, то с них быстренько можно убрать шкурку и уже готовить все, что хочешь из них. Но не хотите целиковые, пожалуйста, резанные. Здесь уже ассорти. Тоже, кстати, очень интересный вариант. Не женщина, а мечта. Перец, и это все. Скажи, что и стручковую фасоль ты выращивала. Это стручковая фасоль прошлогоднего года, и в этом году я тоже хочу посадить ее, небольшие кустики и вообще очень полезный продукт. Я тоже раньше выращивала и тоже замораживала. Сейчас некому. Какая красота. Я, конечно, тоже занимаюсь заморозками, но не в таких масштабах. Можно и крупные томаты тоже морозить. Они безупречны будут в любом приготовлении. У Светы самое шикарное брокколи. Да, брокколи тоже мы очень любим. Я когда была беременной, мне Света давала брокколи, цветную капусту, учила меня тогда, как их правильно бланшировать. Это же... Да, мне кажется, я всю пенту снабжала брокколи. Но я на морозе, у меня вся морозилка была в брокколи и в цветной капусте. Это очень вкусно, с яичком, с картошкой. Я знаю, что ты сейчас сидишь на правильном питании. Да, вот да. Брокколи, перец и замороженные это сейчас томаты. Прям моя еда. Вот все, и кусочек рыбы. Кладем все в пароварку и ужин. Я смотрю, у тебя и рыбка тут есть. Это что? Да, это грибы, конечно. Грибы я покупаю тоже целиком. Люблю вот так вот их морозить. Ну и все остальное, все, что выращиваем, мы сюда. Нет, мы покажем, Свет. Пусть сейчас все подписчики просто позавидуют. Смотрите, размер малины, это просто нереально. Поделись сортами малины. У тебя же ремонтантная, вообще, которая, мне кажется, до ноября у тебя всегда с урожаем. Да, у меня ремонтантный сорт, который дает 2 урожая. Первый урожай в июне, второй урожай в августе, в сентябре. И при благоприятной погоде мы собираем ее до самых заморозков. Но, к сожалению, вот сам сорт я не могу сказать, как он называется. Сама покупала просто как безымянный. Но у тебя еще есть черная малина. Черная малина – это Кумберленд. Мы не просто коллеги по цеху, Света, мама моей подруги, с которой мы дружим со школы, и мне запомнилась Света как, я не знаю, золотой хозяйкой, когда я приходила к ним домой. Я помню твои голубцы, вот это мне запомнилось из детства. Я помню, что Света убегала на работу, прибегала, у нее там, значит, всегда ужин, обед, сервировки. Это не женщина, а мечта. Ну, ты прям меня захвалила. Но все равно приятно, спасибо. Так, складываем в заморозке.
И пойдемте заглянем в ее наикрасивейший холодильник. Это холодильная комната, она находится в подвале дома. Там низкая температура, хранится вся консервация, соление и еще кое-что вижу. Пойдем вот на нижнюю полочку. Это просто нереально, я считаю, это целое производство семейное. Обратите внимание на бутылочки. Может, это не стоит показывать, а? Не стоит? Почему? Ну, хотя, в принципе, если ты для себя делаешь хороший напиток, почему бы и нет? Нет, многие сейчас вообще занимаются таким производством для себя лично. Чем... Ну, вы же не продаете, да? Нет, значит, нет, можно показывать. Фамилия написана семейная, и вот этикеточки. Смотрите, с какой любовью все у них сделано. Что тут? Ну, попробуй. Только я боюсь, там уже на дне осталось. Давай вот так наклоним бочечку. Ого, чистейший. Я думала, это самогонка. Это елками пахнет. Что это? Это джин. Это джин, это третий перегон. Я, конечно, в этом не сильна. Я этим лично не занимаюсь. И перегоняется он на множестве разных трав и добавок. Основной компонент – можжевеловые ягоды. Вообще это просто пахнет невероятно. Давай покажем. Вот это я понимаю размерчик. Ну, это уже называется наливка. Это когда мы свои ягоды выращиваем и настаиваем их на крепком алкоголе. На крепком алкоголе, да, на чистом алкоголе своего производства. И в результате получается наливка. В конце добавляется немного сахара, это все отстаивается, и вот такой продукт может очень долго храниться и достаточно вкусный. Ну, это вообще... У тебя даже яблоки свои? Яблоки свои, да. Остатки сладкие. А что за сорт, не помнишь? Это сорт... Запах лета. Вспомню как. Ты чувствуешь, что на этих яблоках такая пленочка? Да, да. Это вот говорит о том, что яблоко снято именно с дерева, сорт жигулевское. Угу. Знаменитый, кстати, сорт. Очень вкусно пахнет. Живой крыжовник с апельсином. Неожиданное сочетание. Ничего себе, как у тебя вообще на это хватает силы и вообще желания? Я понимаю, что такое законсервировать. Как бы все помнят, как я тоже по 1000 банок консервировала, выращивала, это я все понимаю. Но вот я всю жизнь мечтала там что-то повесить, у меня не хватало сил. Ань, ну на самом деле, я же блогер, да, и хочется тоже красивые фотографии. Все для кадра делаю. Этикеточки я вешаю, чтобы на картинке реально было видно, что это такое. Это крыжовник. А вот это что такое? А это томатный сок из желтых томатов крупноплодных сокровищинков. Дорогие друзья, я надеюсь, мы побольше раскрыли эту прекрасную комнату, все вам показали. Пишите свои вопросы. Может быть, я приеду к Свете еще. Я думаю, к Свете нужно приезжать в летний сезон. Летом у нее тут настоящая красота. Шикарный сад, зеленые газоны. Я, кстати, делала видео, кто не видел, посмотрите. Это старый сад, то есть предыдущий участок Светы, где как раз живет Алина, моя подруга. И мы там делали красивые летние обзоры. А у тебя, кстати, ни разу не снимали. Ну, значит, будет возможность такая. Да, значит, мой сад для тебя всегда открыт, Аня, приезжай. Ну и вообще добро пожаловать. Спасибо огромное, очень приятно. А мы прощаемся с вами, увидимся в следующих видео. Пока. Пока.